Насилие порождает еще большее насилие. Это фавела, это наш дом. Мы никуда не уйдем. Согласен. «Мажор» в Сочи. Уже в подписке. Кинопоиск. Домашний кинотеатр #1. Всем огромный привет! Сегодняшнее видео будет не влоговое, как обычно, а покажу вам несколько очень интересных и вкусных рецептов. Ну а на десерт будут вот такие вот очень вкусные новогодние шишки, но их покажу немного позже. Ну а вначале будет рецепт салатика, который мы заменили и приготовили вместо оливье. Вообще салат оливье считается одним из самых популярных блюд, которые подают к новогоднему столу. Я даже слышала, что иностранцы, которые приезжают в Россию, они стремятся его попробовать и удивляются, как же это все-таки вкусно. В нашей семье мы каждую зиму из года в год готовили этот салат, и в этом году мы решили его немного поменять. Итак, ингредиенты очень простые. Для этого нам потребуются маринованные огурцы, зеленый лук, отварной картофель, вареные яйца, кукуруза, жареная куриная грудка и майонез. Кстати, насчет куриной грудки. Я взяла сырокопченую, вернее, получилось прям очень вкусно. Если нет сырокопченой, можете взять обычную грудку и просто обжарить на сковородке. Готовится очень просто. Нарезаем все кубиками, смешиваем с майонезом, и салатик готов. Правда, готовится там в течение 15 минут, но не считая того, что вы заранее должны отварить яйца и обжарить грудку на сковородке. И да, чтобы картофель был мягче и вкуснее, кидаем его в подсоленную кипящую воду. То есть закладываем картофель не в холодную воду, а уже в кипящую. То же самое касается и если варить морковь. Очень вкусно получается, экспериментируйте, можете заменить какие-либо овощи, которые вы любите. Я как-то слышала, что вместо грудки девушка добавляла фасоль. Не знаю, насколько вкусно получается. Расскажите, может быть, у вас есть какие-нибудь рецепты наподобие салата оливье. Очень интересно будет почитать. В Инстаграм мне, кстати, многие присылали новогодние свои столы. И были пару интересных рецептов, может, даже повторю. That clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about. Далее я готовила суши-торт. Его я покажу так в быстром режиме, потому что думаю, что многие уже готовили. Рис всегда варю 1 к 2. И получается идеальный рис, особенно кто готовит суши или суши-торт, прям супер получается. Рис всегда покупаю специальный, на Вайлдберрис заказываю, но в этот раз я не успела, и поэтому купила обычный, и я вам скажу, очень даже вкусно, покупала в Пятерочке. Также для тортика нам понадобится обязательно нори, немного красной рыбки соленой, но это для украшения сверху, огурцы, майонез, сыр сливочный и креветки. Креветки я беру королевские, покупаю в Магните, они такие большие и очень вкусные. Первый слой у меня всегда рис, его выкладываю снизу, хорошо выравниваю, утрамбовываю и далее идет нори. Нори я в этот раз не резала по кусочкам, как обычно это в рецепте показано, а просто вырезала форму круглую и выложила сверху рисом. Далее идет слой сливочного сыра, далее огурцы и отдельно смешиваем креветки, рис и сливочный сыр. На самом деле вы можете экспериментировать и смешать все что угодно. То есть взять авокадо, крабовые палочки и так далее. Мы просто очень любим креветки, и детки их тоже едят. Поэтому у нас в этот раз и в слоях креветки, и сверху тоже они будут. В сливочный сыр я также добавляю еще несколько ложек майонеза для того, чтобы он был не таким густым. Все хорошо перемешиваем и выкладываем поверх огурцов. Далее отправляем все это
в холодильник как минимум на 2 часа. У меня он простоял где-то минут, наверное, 40, и поэтому, как видите, он не очень держит форму. А вообще, в прошлый раз я его готовила, ставила на ночь, и он был прям идеально ровный. Все, сверху выкладываем креветки, в данном случае, как у меня, либо можно заменить красной рыбой, посыпаем все кунжутом, и можно подавать. Если любите, чтобы рис был такой пожирнее, то можно его смешать тоже со сливочным сыром и вместе с майонезом, но я этого не делаю, мы любим такой рассыпчатый. Считаю, что сыра вполне достаточно и в верхних слоях. Далее давайте приготовим шишки. Очень вкусные пирожные, на самом деле, которые готовятся абсолютно без выпечки. Самое главное, не только быстро, но и вкусно получается. И эти шишки у меня пойдут еще для украшения тортика. Итак, для них нам потребуется печенье. У меня половина юбилейная обычная, половина постная, потому что в рецепте есть сгущенное молоко, оно довольно-таки сладкое, поэтому печенье я взяла половина не сладкое. И сгущенное молоко. Вообще идет не вареное по рецепту, но я всегда беру вареное, мне они так намного больше нравятся. Я вам снизу в описании под видео оставлю и первый рецепт, по которому я готовлю, и еще один рецепт, тоже очень вкусный, с какао. Да, туда идет какао и сгущенное молоко. Все просто смешиваете и готово. Итак, для начала берем печенье, измельчаем, либо в блендере, либо скалкой. Масло сливочное либо растопить в микроволновке, либо можно оставить при комнатной температуре, оно должно быть мягким. Смешиваем все это с печеньем и добавляем сгущенное молоко. Тесто получается очень мягкое, такое вкусное. Его можно отправить на несколько минут в холодильник, если оно прям уж очень мягкое. Далее от общей массы отрываем кусочек, примерно грамм 30. Делаю такую заостренную форму и отставляю в сторону. Из этого теста у меня получилось около 8 пирожных. Далее я буду использовать вот такие чешуйки. Это готовый завтрак. Покупала я их на Wildberries. Ссылочку на них я обязательно оставлю в нашем телеграм-канале. Знаю, что будете спрашивать, потому что эти завтраки, к сожалению, у нас, например, ни в Магните, ни в Пятерочке их просто нет. Это сухой завтрак с шоколадной глазурью. Очень вкусный, кстати. Часто его покупаем. И с их помощью закрываем наше тесто сверху вниз. Хвостик снизу заправляем в тесто и хорошо прижимаем. Вообще они держатся отлично, я вам скажу. Готовила уже несколько раз, если особенно отправить их в холодильник. Мне кажется, что этот десерт украсит абсолютно любой праздничный стол, создаст особое настроение. На мой взгляд, самое приятное в этом рецепте – это его простота и скорость приготовления. Дети в восторге от этой сладости. И на этой сладкой минуте я буду заканчивать это видео. Хочу всех поздравить с наступившим Новым годом. Желаю добра, мира вашему дому, уюта, теплоты. Пусть наступивший Новый год будет полон позитива, ярких красок, радостных событий, удачных, приятных сюрпризов. Ну и самое главное для всех нас – это здоровье. Только здоровье. Еще раз с Новым годом и до новых встреч!